Всем привет, с вами Артем. Сегодня мы посмотрим на процесс установки Windows 11 и также постараемся установить данную операционную систему на компьютер с отсутствующим доверенным платформенным модулем. Стоит отметить, что система должна иметь поддержку интерфейса DirectX 12. И чтобы не терять драгоценное время, начинаем. Для начала зайдем на официальный сайт Microsoft и скачаем средства создания образов и загрузочных носителей для Windows 11, ссылка в описании. Находим у себя в закромах флешку не менее 4 ГБ и форматируем ее. Запускаем утилиту, соглашаемся с условиями лицензионного соглашения и выбираем язык и выпуск операционной системы. После чего определяемся, что нам на данном этапе нужно, просто скачать образ или создать загрузочный носитель. В нашем случае это загрузочный носитель. В списке диска выбираем нашу подготовленную флешку, нажимаем «Далее» и начинается процесс создания нашего будущего загрузочного накопителя. Все этапы создания будут информационно понятны, сами процессы будут выражаться в процентном соотношении. В результате на флеш-накопителе с названием ESD USB должен быть вот такой набор файлов. Устанавливаем флешку в компьютер, на который хотим установить Windows 11. Запускаем ПК, заходим в BIOS и в буте выбираем наш накопитель с приставкой UEFI. Бут-меню, например, на платах Honanji можно вызвать через клавишу F10, но это далеко не унифицированный способ, так что самый действенный будет выбрать наш носитель через BIOS. Не обращаем внимания на логотип ROG, это всего лишь модифицированный BIOS платы LGA 2011. После загрузки флешки у нас есть возможность выбрать язык, формат времени, раскладку клавиатуры. Далее кликаем по клавише «Установить», вводим лицензионный ключ, если пока такового нет, пропускаем и выбираем версию операционной системы. Кликаем «Далее», если вы прошли до лицензионного соглашения, то переходим на тайм-код, который указан на экране. Тех, кого забраковали, не отчаиваемся, сейчас попробуем этот момент исправить, постучаться в те двери, которые нам откроют. И сегодня мы по-любому оценим новую операционную систему. Для начала нам понадобится скачать образ системы, сборка которой 22.3.0.65. Ссылка на торрент-файл будет в описании. Ну и конечно наша любимая утилита Rufus. Итак, весь необходимый материал есть, запускаем утилиту, выбираем накопитель, на который хотим накатить образ системы, выбираем сам образ системы, схема разделов GPT, целевая система UEFI. Устанавливаем галочку форматирования и стартуем. По окончанию у нас на флешке должен быть вот такой набор файлов. Выполняем ту же процедуру, которую ранее мы уже проводили: BIOS, boot и так далее. Теперь мы уже попали на лицензионное соглашение, соответственно принимаем его и далее выбираем способ установки выборочный. После чего уже выбираем носитель, на который хотим все это дело поставить. В моем случае он один, у вас их может быть больше. Самое главное, не перепутайте, так как раздел нужно будет форматировать или просто удалять. И в случае ошибки информация на диске будет потеряна. Если на целевой диск не удается установить систему, просто удаляем раздел и, например, как я, устанавливаем без создания разделов. Если нужно диск разбить по разделам, тогда используем инструмент «Создать». После того, как мы кликнули по кнопке «Далее», начинается процесс установки операционной системы. После система перезагрузится и мы попадаем на начальную настройку Windows 11. Выбираем регион, раскладку клавиатуры, по желанию дополнительную раскладку. Далее система проверяет наличие обновлений и в результате компьютер перезапустится. По возможности подключите интернет, в моем случае это доступ по Ethernet. Это в дальнейшем даст нам возможность обновиться до последней версии операционной системы. Также это можно провести и после установки ОС в разделе «Обновление системы». Выбираем, для каких целей предназначен наш компьютер. Есть возможность зайти в учетную запись, я выбираю автономную учетную запись. И назначаем имя учетки, пароль, параметры конфиденциальности. После чего, если у вас есть подключение к сети, начинается загрузка и обновление системы. Тут стоит немного подождать, процесс не быстрый. После система еще разок перезапустится и мы попадаем уже непосредственно на рабочий стол Windows 11. Не обращаем внимания на масштаб, он установлен на 150%. Версия системы 22.3.0.318.
Зайдя в раздел обновления, нас будет ожидать еще пару обновлений, которые можно поставить. И уже после полного обновления на 13 декабря 2021 года версия будет 22.3.0.348. Вот такой незамысловатый способ установки Windows 11. Я очень надеюсь, что данная информация для вас была полезной. По возможности поддержите, пожалуйста, пальцем вверх. Если есть вопросы, задавайте в комментариях или же на нашем форуме. Огромное вам спасибо за просмотр. С вами был Артем. Всем добра.